В истории сельскохозяйственной техники существуют машины, которые стали символами целых эпох, и модели, оставшиеся лишь небольшими страницами в летописи технического прогресса. Landini Landinetta относится именно ко второй категории, но оставаясь малоизвестным, этот трактор сыграл важную роль в судьбе компании, определив будущее одного из старейших итальянских производителей тракторов. Друзья, всем привет! Это 41-й выпуск серии Pro, и сегодня мы знакомимся с трактором Landinetta. В середине 1950-х годов статистика производства тракторов в Италии демонстрировала впечатляющую динамику. Годовое количество произведенных машин выросло с 12 тысяч единиц в 1952 году до 25 тысяч единиц в 1957. К началу 60-х общее количество тракторов в стране достигло более 200 тысяч единиц. Компания Landini специализировалась на тракторах с калильными двигателями. Они отличались простотой, надежностью и способностью работать на любых видах топлива. Однако к середине десятилетия дизельные двигатели начали вытеснять архаичные моторы. Главными конкурентами Landini на итальянском рынке выступали Fiat с легкой моделью Fiat 25R и Same с полноприводным трактором Same DA25. На европейской арене балом правили Ferguson TE20, Fortune Meyer E27N, Deutz FL514 и Hanomag R19. Эти модели отличались надежностью, экономичностью и широкими возможностями применения, что делало их серьезными конкурентами для Landini. Руководство компании понимало необходимость перехода на дизельные технологии, но не спешило отказываться от своих традиционных калильных моторов. Поэтому, несмотря на то, что модели L30, MR44 и 35-8 по-прежнему пользовались спросом, Landini медленно, но неуклонно теряла позиции. Выпущенный в 1956 году трактор Landinetta имел вес всего 1100 кг, колесная база 163 см, длина трактора 2,7 метра, ширина 1,2 метра. Сердцем трактора стал одноцилиндровый двухтактный дизельный двигатель объемом 1,2 литра мощностью около 20 лошадиных сил. Диаметр цилиндра 110 мм, ход поршня 130 мм. Данный двигатель являлся собственной разработкой компании Landini. Работа двухтактного дизельного двигателя укладывается в два хода поршня, один вниз и один вверх. Коленчатый вал за это время делает один полный оборот. При движении поршня вниз происходит рабочий ход. Когда поршень достигает нижней мертвой точки, открывается выпускной клапан и отработанные газы выходят в атмосферу. При этом цилиндр наполняется свежим воздухом. При движении поршня вверх воздух в цилиндре сжимается и нагревается. В конце такта сжатия происходит впрыск топлива. Оно воспламеняется и цикл повторяется. Для лучшего наполнения цилиндра свежим воздухом применялся специальный компрессор. Он нагнетал воздух, выполняя роль наддува. Система охлаждения двигателя Landinetta была жидкостной. Система смазки была оснащена шестеренчатым насосом и центробежным фильтром. Запуск производился электрическим стартером, что было гораздо удобнее традиционно ручного запуска калильных двигателей. Топливная система трактора включала в себя механический насос высокого давления, форсунку и систему подогрева для холодного запуска двигателя. Паспортный расход составлял около 2 литров в час, что было меньше, чем у Ferguson TE20 или Fiat 25R. Однако система впрыска требовала точной настройки и была чувствительна к качеству топлива, что в условиях послевоенной Италии было серьезным недостатком, ведь качество горючего часто оставляло желать лучшего. Landinetta имел 5-ступенчатую коробку передач. Минимальная скорость движения 2 км в час, максимальная 15 км в час. В качестве опции предлагалась и скоростная трансмиссия, которая повышала диапазон скоростей соответственно до 3,5 и 22 км в час. Трактор оснащался принудительной блокировкой дифференциала и раздельными тормозами.
Рекламные брошюры тех лет описывали рабочее место механизатора как простое, но удобное. Оно оснащалось регулируемым сиденьем с амортизацией. Имелись две небольшие подножки для ног. Приборная панель содержала лишь самые необходимые приборы – указатели давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Рулевое управление за счет редукции было легким, а радиус поворота очень малым – всего 3 метра, что обеспечивало достаточно высокую маневренность. Электрооборудование включало в себя аккумулятор, генератор, стартер, головное и, как опция, дополнительное освещение. Ландинетто позиционировался как универсальный садово-огородный трактор с повышенным дорожным просветом. Он использовался в Северной и Центральной Италии для обработки зерновых культур и в виноградстве. Независимая система отбора мощности работала на стандартных 540 оборотах в минуту. Также предусматривался передний вал отбора мощности, приводимый в действие от коленчатого вала двигателя. Регулируемое по высоте тягово-сцепное устройство входило в стандартную комплектацию, а гидравлическая трехточечная навеска предлагалась как опция. На версиях с соответствующей модификацией переднего моста можно было поворачивать задние бортовые редукторы вокруг своей оси, тем самым регулируя высоту машины при работе в виноградниках и фруктовых садах. Отзывы на трактор Ландинетто были весьма противоречивыми. С одной стороны, низкий расход топлива и относительно простая конструкция обещали разумные эксплуатационные расходы. С другой стороны, проблемы с надежностью двигателя и необходимость частого технического обслуживания увеличивали общие затраты на эксплуатацию. Расход масла был довольно высоким, а регулярные настройки топливной аппаратуры не всегда были под силу рядовым фермерам. Освоение нового типа двигателя и небольшой объем производства сказались и на цене. Трактор стоил около 1 миллиона итальянских лир, что было дороже, чем техника Fiat или Same. Всего было изготовлено около 1400 единиц. В конце 50-х годов на базе Ландинетто был создан первый гусеничный трактор Landini C25. Он использовал тот же двигатель, но с увеличенным рабочим объемом, что повысило мощность до 25 лошадиных сил. Точных данных по количеству произведенных единиц модели C25 в открытых источниках нет. Но учитывая, что многие называют первым серийным гусеничным трактором Landini модель C35, мы можем предположить, что гусеничный трактор на базе Ландинетто в серию либо не пошел, либо тираж был крайне ограничен. В 1958 году Ландинетто была заменена моделью R25, которая получила 25-сильный вариант двигателя и 12-ступенчатую трансмиссию с дополнительным понижающим редуктором. В том же году появился и DT25, первый полноприводный трактор компании. Все эти модели ознаменовали начало глубокого обновления модельного ряда Landini, которая держала курс на полный отказ от калильных двигателей. Однако из-за сложностей собственные дизельные разработки вскоре были заменены двигателями Perkins. Партнерство с Perkins придало необходимый импульс компании из фабрика, открыв новую главу в ее истории, которая продолжается и по сей день. А на этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Всем счастья, радости, любви. Пока.